Что же там такое вибрирует? Движемся глубже, внутрь кротовой норы. Из чего, в частности, состоит само пространство? Находится под запретом со стороны официальной науки, являются материальными носителями мышления человека. Должно быть управляющее начало. В нашей Вселенной не действует закон справедливости. Всем добрый день! Меня по-прежнему зовут Елена Кудрина, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я поделюсь с вами своими осознаниями по поводу природы вибраций и тайн материализации, которые буквально перевернули мое восприятие этого мира. А как я и говорила в своем предыдущем видео, расширение нашего сознания позволяет перейти на новый уровень, расширить восприятие и увидеть, как там все устроено и как этим можно управлять. Тем, что еще вчера казалось независящими от тебя обстоятельствами твоей жизни. Обязательно досмотрите это видео до самого конца, потому что в самом конце будет все самое интересное. А мы начинаем. Как мы говорили ранее, вибрации лежат в основе природы всей нашей реальности. А поскольку мы с вами хотим научиться этой реальностью управлять, имеет смысл разобраться в этом поподробнее. Что же там такое вибрирует и как именно происходит процесс материализации? Как я объясняла ранее в своих предыдущих видео, материя, которую мы воспринимаем как нечто плотное, с точки зрения квантовой физики, состоит из совокупности сплетения вибрирующих квантовых струн. Квантовые энергии путем переплетения всех вибраций и создают материальный мир. А информация об этом мире зашифрована в частотах колебаний этих вибраций. То есть все, что есть в нашей Вселенной, имеет энергоинформационную природу. Об этом говорит нам квантовая физика. Но это слишком большой уровень абстракции, чтобы понять, как же именно происходит материализация на самом деле. А нам с вами хочется именно этого, не правда ли? Поэтому движемся глубже, внутрь кротовой норы. Так вот, один из ключей к разгадке этой тайны лежит в теории эфира, о которой все как будто бы забыли, поскольку она была исключена из научного рассмотрения после введения Эйнштейном и безоговорочного принятия официальной наукой специальной теории относительности. Приведу для наглядности его цитату. «О существовании эфира надо забыть, в будущем никогда не вспоминать». Вместо этого он ввел понятие пространственно-временного континуума, о котором я говорила в своих предыдущих видео. Но являются ли эти понятия первичными категориями? Вот в чем вопрос. Что такое это самое пространство и время? Из чего, в частности, состоит само пространство? Физики не в состоянии ответить на этот вопрос, поскольку категория пространства является абсолютно абстрактной. А найти строительный материал, из чего состоит абстрактное понятие, невозможно по определению. Оно не является первичной субстанцией. А вот эфир – это плазменная, всепроникающая среда, являющаяся единой для всех остальных стихий, явлений и тел природы, как раз очень хорошо подходит для этих целей. Поскольку по своей природе структура эфира вездесуща,
и пронизывает любые, сколь угодно твердые предметы и металлы, не вступая с ними во взаимодействие. Эфир, по сути, является сверхсредой, так как он объединяет все другие среды. Он есть в воде, в воздухе, в земной толще и даже пронизывает каждую клеточку нашего организма и образует так называемое эфирное тело человека. Мировой эфир, или, как его еще иначе называют, физический вакуум, является той самой средой, в которой распространяется энергия и информация практически мгновенно. Это и есть те самые энергетические или, если хотите, квантовые струны. Исходный строительный материал для формирования проявленного материального мира. Среди древних ученых и философов, которые были сторонниками теории эфира, можно назвать и Пифагора, и Платона, и Аристотеля, и Ньютона, и Рене Декарта, и Ломоносова, и даже Дмитрия Менделеева, чья таблица начиналась именно с эфира, который впоследствии был из этой таблицы удален. Ну и, конечно же, Никола Тесла, которому удалось постичь природу эфира и благодаря этому укротить электричество и выделывать с этой стихией невероятные фокусы. Ведь 90% всей электротехники созданы именно Никола Теслой. Эти поразительные вещи были возможны исключительно благодаря знанию теории эфира. Именно эфир стал тем ключом, с помощью которого великий ученый заходил в дверь под названием «Мировое электричество» и учился получать энергию практически из воздуха. Именно он считал, что электричество должно быть бесплатным, так же, как воздух. Его коллеги ни того времени, ни сейчас не могли и не могут повторить многих опытов Теслы, которые были им и не только им впоследствии уничтожены. О том, почему это произошло, я расскажу чуть позже, и вы сами все поймете. Так вот, когда объекты нашего мира находятся в состоянии покоя, состояние эфира является электрически нейтральным. Но когда объект начинает движение или любое другое физическое, химическое и даже ментальное взаимодействие, эфир в этом месте также начинает свое движение, за счет чего образуется разность потенциалов и выделяется энергия. Но это еще не все. Движемся дальше, самое интересное впереди. Поэтому обязательно досмотрите это видео до самого конца. Помимо эфира есть еще кое-что не менее интересное, что непосредственно связано с эфиром. И это торсионные поля. Данное понятие было введено французским математиком Эли Картаном еще в далеком 1922 году. Торсионные поля, носителями которых и является тот самый эфир, возникают вокруг всякого вращающегося тела, а также вокруг мыслей человека. Любопытно, не правда ли? Именно этот аспект нас с вами будет интересовать более всего. Сразу оговорюсь, что понятие эфира и торсионных полей находятся под запретом со стороны официальной науки, поскольку их практическое применение противоречит интересам сильных мира сего. Догадайтесь, почему. Единственной относительно разумной причиной
укрытия этих знаний является, пожалуй, тот факт, что обладание этими знаниями может быть использовано не только с созидательной целью, но и может иметь невероятно разрушительную силу. В качестве иллюстрации может служить взрыв так называемого Тунгусского метеорита, вызванный на самом деле опытами, проводимыми с эфиром и торсионными полями Никола Теслой, которому при помощи эфира и торсионных полей удалось удаленно создать невидимую, накачанную энергией шаровую молнию в созданной им резонансной системе между Луной и Землей. Но на этом мы подробно останавливаться не будем. Ведь нас с вами интересует созидательный аспект использования торсионных полей. Нас интересует тот факт, что именно торсионные поля являются материальными носителями мышления человека. Особенностью этих полей является тот факт, что они имеют голографическую структуру. Информация, появляющаяся в одной точке этого поля, находится сразу во всех точках пространства-времени, именно благодаря голографической природе. При этом торсионные поля не зависят от удаленности от источника поля и обладают уникальной проникающей способностью в любых природных средах. Торсионные поля не обладают энергией и не передают ее, а являются чистыми носителями информации. Самые глубокие работы по изучению торсионных полей принадлежат российским физикам Шипову и Акимову. Можете с ними ознакомиться. Так вот, Акимов утверждал, что торсионные поля, в том числе и мысли человека, пронизывают весь физический мир, обусловливая мгновенную взаимосвязь всего сущего. Ни много, ни мало. Что же за информацию мы имеем в виду в нашем рассмотрении? Почему это так важно? Что вообще понимается под информацией? Давайте разберемся. Дело в том, что прежде чем создать что-либо материальное, всегда появляется идея, проект. Одним словом, информация, исчерпывающим образом описывающая этот материальный объект. Очень показательным является пример с компьютерной программой, когда для того, чтобы получить какое-то компьютерное приложение, надо его сначала описать на языке программирования. Языки программирования более высокого уровня оперируют метаконструкциями, созданными на базе низкоуровневых языков, в основе которых лежат единицы и нули. Мне этот пример очень близок, поскольку я сама выходец из IT-сферы. Эта аналогия вполне уместна, поскольку, как я уже говорила ранее, информация об этом мире зашифрована в частотах колебаний, в двоичной системе единицы и нули. Как будто мы являемся персонажами какой-то компьютерной игры или метавселенной. Отсюда и возникли все эти сравнения нашей Вселенной с некой симуляцией. Информация всегда сопутствует материи, являясь ее описанием. В мироздании не существует абстрактной материи, которая не может быть охарактеризована информационно. Цвет, размер, структура, физические свойства и так далее. Нет вещи без образа. При этом информация о реально существующих вещах и материальных объектах не может возникнуть сама по себе. Должно быть управляющее начало. Этим управляющим началом и является сам человек, а точнее его высшее «я», как часть
единого высшего разума. Его мысли, образующие торсионные поля, являются носителями той самой информации, которая является шаблоном для формирования материальных объектов и событий, происходящих в его жизни, так называемым квантовым шаблоном. Поскольку сам человек – существо разумное, обладающее мышлением, а также, что самое главное, свободой воли, он способен выбирать, как именно он мыслит. В зависимости от частоты излучаемых им вибраций и строится его индивидуальная персональная реальность. Негативные и позитивные мысли, будучи информационно и алгоритмически различными, по-разному модулируют торсионные поля, порождая вибрации различной частоты, которые мгновенно распространяются во всем мироздании. А когда вы направляете какие-то колебания в пространство, они начинают к вам возвращаться с некоторой задержкой, как эхо, не как зеркало, как принято считать, а именно как эхо. Вы должны понимать, что любое событие, которое происходит в вашей жизни в данный момент, является результатом ваших предыдущих мыслей, вашего предыдущего выбора. На этом и основан принцип управления реальностью. Правильно сформулировав свое намерение, осознанно управляя своими вибрациями, можно овладеть искусством материализации своей желаемой реальности. Это если очень кратко и обобщенно. В полной мере овладеть искусством формирования своей желаемой реальности вы сможете, например, на моем курсе «Творец реальности 5D», где вы получите пошаговый алгоритм действий и освоите очень эффективные методики и практики. А сейчас давайте поговорим о том, как же избежать проблем в нашей повседневной жизни, осознанно управляя своими вибрациями. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, вы должны задать себе вопрос: что я сделал не так, когда я создал эту ситуацию в своей жизни? К примеру, если вы в прошлом выражали недовольство кем-то, вы в это время излучали соответствующие низкочастотные вибрации. И как результат в будущем получили грубость и недовольство со стороны кого-то другого. И это даже не урок, не карма, как это принято называть. Это совпадение вибраций. Как все это прекратить, спросите вы? Для этого надо научиться входить в позицию наблюдателя. Осознавать все то, что с вами происходит в моменте, здесь и сейчас. И если происходит что-то негативное, не вовлекаться в эту игру, никак не реагировать, сбросить важность, сказать себе, как идет, так и правильно. Я не буду на это эмоционально реагировать, потому что я не хочу, чтобы аналогичная ситуация повторилась в моей жизни в будущем. У людей есть иллюзия, что для того, чтобы какая-то негативная ситуация не повторилась, нужно бороться, ругаться, выражать свое недовольство. Нам кажется, что это будет справедливо. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, в нашей Вселенной не действует закон справедливости. Нет такой силы, которая бы сидела где-то там наверху и решала, кто прав, а кто виноват. Есть только закон равновесия, закон равновесных сил, то есть закон сохранения энергии, физика в чистом виде. Если мы начинаем бороться, доказывая свою правоту
мы получим очередной виток вибрационной спирали негативного варианта развития событий. Надо сказать себе стоп. Я признаю и завершаю. Я не буду на это реагировать. И эта энергия пройдет мимо вас по принципу айкидо. Надо отдавать себе отчет, что любое событие не случайно. Спросить себя, почему это со мной происходит. Постараться раскопать в своем подсознании истинную причину. Сказать себе, я когда-то в прошлом излучал такие мысли во Вселенную. И они сейчас проявились в виде неприятной ситуации. Управление вибрациями – это прежде всего способность выбирать. Именно так и проявляется наша свобода воли. А для того, чтобы научиться управлять своими вибрациями, надо для начала научиться управлять своим вниманием. Основной способ перестройки на новый уровень жизни и вибраций – это переключение своего вектора внимания на то, что вам действительно нравится, на то, что откликается, и перестать реагировать на то, что не нравится. Как же это сделать, скажете вы? Для этого нужно выйти из парадигмы дуальности. Пока вы мыслите в парадигме хорошо-плохо, добро-зло, вы продолжаете осуждать, оценивать. И как результат ваши вибрации не могут оставаться постоянно на стабильно высоком уровне. И к вам регулярно прилетают негативные ситуации и сценарии развития событий. Если вы выйдете из дуального восприятия людей, их поступков, событий, происходящих в вашей жизни, научитесь контролировать свое восприятие реальности в каждый момент вашей жизни здесь и сейчас, абсолютно осознанно выбирая состояние любви к себе и ко всему сущему, научитесь замечать только изобилие этого мира и не обращать внимания на недостатки, ваша жизнь кардинально изменится в лучшую сторону. Любовь – это энергия, соединяющая все воедино, а безусловная любовь – это высокочастотная энергия высшего порядка. Если в вашей душе преобладает безусловная любовь, значит, вы начинаете резонировать на частоте любви и перенастраиваетесь на ту вибрационную частоту, а значит и на ту ветку реальности, где вы живете в любви и в гармонии. Когда вы начинаете излучать безусловную любовь, ваша жизнь становится насыщенной этой любовью. Вот такая универсальная рекомендация. На этой высокой ноте мне бы хотелось завершить наш сегодняшний разговор. Благодарю вас за просмотр этого видео. Если вам понравилось то, о чем я рассказала, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Также жду ваши комментарии. Люблю вас безусловной любовью. Целую вас. Пока-пока. До новых встреч.